Всем привет! Сегодня вторая часть видеосериала про работу с Google Sheets API. Пишем с помощью Python в электронные таблицы Google Sheets. В предыдущем видео я показал, как подготовить проект для работы с Google Sheets API и как читать данные из электронных таблиц. Сегодня буду говорить про запись. Это продолжение. Поскакали. Исходники для сегодняшнего видео лежат в том же самом репозитории, что и исходники предыдущего видео. Ссылка на него будет под видео. Все, что касается сегодняшнего урока, лежит в ветке, которая называется видео 2, и там какое-то еще название будет продолжение. Видео 2. Ищите ветку и переключайтесь в нее. Напомню, пишем мы в Google Sheets с помощью сервисного аккаунта. Вот такого аккаунта. Он уже добавлен, расшарен, и сервисный аккаунт настроен как редактор. В электронной таблице, с которой я буду работать, два листа. Каждый лист называется лист 1, лист 2. То, как они называются, важно, потому что именно по названиям листа нужно будет указывать координаты ячеек и столбцов, строк, куда будем писать. Поэтому это важно. Сейчас тут есть какие-то данные, которые остались с прошлого видео, но мы их перезапишем. Если пойти, сходить и посмотреть документацию по методу spreadsheets values, то мы увидим тут несколько методов, которые, очевидно, созданы для того, чтобы писать в таблице. Это метод append, метод update и батчевые методы batch update, batch clear. Clear, очевидно, чистит таблицу. А, Значит, чем отличается append от update в первую очередь? Update у нас может перезаписывать таблицы, перезаписывать данные в таблицах по указанному диапазону. Ну, а append, соответственно, пытается записать в ячейки по указанному диапазону. Если в этих ячейках есть данные, то метод append добавляет строки ниже, по умолчанию ниже того диапазона, что мы указали, и записывает данные, переданные в эти строки. Давайте посмотрим, как работают эти методы на практике. Я создал службу сервисного аккаунта, получил sheet, ресурс sheet с помощью метода spreadsheet. Все это было в предыдущем видео. И буду работать с ресурсом values, то есть со значениями таблицы с помощью методов update, append и метода batch update. По очереди их каждый раз смотрим. В коде я дал ссылки на описание каждого метода, документацию на каждый из них. Итак, я использую метод update и буду писать туда данные. Данные я буду генерить с помощью метода getValues. Буду создавать, по сути, просто двухмерный массив с помощью генератора. В данном случае у меня массив состоит всего лишь из одной ячейки. Здесь у меня будет массив, состоящий из одной строки. Здесь массив, состоящий из одной колонки. И массив генерированных данных и столбцов, и ячеек. Получается 9 ячеек мы создадим. Как работает метод update? Мы передаем в качестве аргумента spreadsheet ID, ID-шник электронной таблицы Google Sheet, в которой будем писать. Это вот эта вот часть. Передаем диапазон, куда мы будем писать. Причем диапазон не обязательно указывать точно. Можно указать название листа просто. Если мы передаем диапазон меньше, чем диапазон передаваемых данных, то данные все равно запишутся. Если электронная таблица позволяет, они будут перекрывать диапазон. Аргумент value input option в данном случае установлен row. Это означает, что данные будут записываться в таблицу как есть. Они не будут преобразовываться в формулы, форматироваться в виде даты и так далее. Прям вот строковой переменной они будут писаться. Ну, либо номером будет писаться цифрами. И, соответственно, сами данные мы передаем в переменный body, в котором мы передаем словарь, в котором есть аргумент values, куда, собственно, передается вот тот наш двухмерный массив. На этапе update мы, как и в предыдущем видео, я показывал вам метод get, формируем лишь запрос, но еще не отправляем его, отправляем его с помощью метода execute. В итоге у нас должно случиться следующее. На лист 2 по координатам А1, то есть в верхнюю левую ячейку таблицы, должны будут записаны данные, которые мы здесь генерили. В данном случае всего лишь одна ячейка данных.
Давайте посмотрим, как это будет работать. В ответе у нас указывается, какой диапазон был обновлен, сколько колонок, сколько строк, сколько колонок и сколько ячеек было затронуто при обновлении. В итоге в листе 2 мы получили вот такое значение. Давайте сразу посмотрим, чем отличается метод update от метода append. Сейчас у меня есть таблица, в которой в А1 на листе 2 записана какая-то информация. Я запускаю код с методом update. И видите, обновились данные в этой ячейке. Что если я этот метод закомментирую, а метод append, он тоже будет писать в этот же диапазон. Все по сути будет то же самое. Вот этот аргумент мы пока не трогаем. То есть по сути все идентично, лишь используя метод append. Как мы видим, значение в ячейке 1 не изменилось, но добавилась ячейка А2. Запустим еще раз. Данные в ячейках А1, А2 не поменялись, добавилась ячейка А3. То есть каждый раз добавляется ячейка вниз под последнюю заполненную. Так работает метод append. Но что, если у нас будет не одна ячейка, а, допустим, строка? Давайте сравним. Давайте для начала очистим всю табличку и создадим данные для строки. Посмотрим, как будет работать метод update. Вот у нас появилась строка данных. Начинается на 89, заканчивается на 83. Еще раз запускаем метод update с новыми данными. То есть новая строка переписала старую строку. Если мы используем метод append, и давайте для разнообразия сделаем строку, которая будет длиннее, чем 3 символа предыдущих. 3 ячейки предыдущих. Допустим, сделаем 6 ячеек. И используем метод append. То есть, вот чтобы добавить вот эти данные, мы использовали метод append. То есть метод append у нас создал новую строку и в эту строку записал данные. Но что, если мы захотим записывать не строку данных, а колонку данных? Давайте повторим эксперимент. Сотрем ячейку. Воспользуемся методом update. Сгенерили столбец. Давайте еще раз запустим. Допустим, update. Столбец обновился. Давайте попробуем записать методом append в тот же самый столбец. Догадывайтесь, что произойдет. Сейчас просто добавятся ячейки вниз. Вот они. В ответе мы видим, что updated range стал А4, А6. А4, А6. Что если мы захотим записать все с методом append, но, допустим, в колонку B? Так как у нас здесь были ячейки свободные, то он нас записал в строки с индексами 1, 2, 3. Ну и последний эксперимент. Пишем обычную матрицу 3 на 3. Смотрим, что у нас получается. Будем писать куда-нибудь в H. Ничего стирать не будем. Вот мы записали новую матрицу данных. Запустим еще раз update. И, очевидно, эта же матрица обновилась. Теперь воспользуемся методом append. Добавилось к предыдущим данным. Давайте поправим здесь. Сделаем H. Ну, дописались к этим колонкам. То есть, я думаю, разница между append и update, она понятна. Хочу обратить внимание вас на один аргумент. Аргумент называется insert data option.
Чем он интересен? В документации по методу append указано, во-первых, два метода, два аргумента есть: insert data option и value data option. Value data option мы с вами обсуждали. Она отвечает за то, как будут парситься вставленные данные. По идее, insert data option должен отвечать за то, как данные будут установлены. В документации есть вот такая вот строчка, что Э, Value Input Option controls то, как будут установлены данные column-wise или row-wise. То есть я предполагаю, что в документации ошибка. Вероятно, вот этот метод Insert Data Option должен отвечать за то, как будут устанавливаться данные в таблицу, добавляться. То есть по умолчанию insert rows — это добавляются данные, как мы сейчас видели, а override, по идее, должен переписывать. А еще должен быть, по идее, какой-то аргумент, который добавляет данные аппендом, но не как строки, а как колонки. То есть сдвигается на те же самые три колонки влево. Но мои эксперименты показали, что этот аргумент вообще ни на что не влияет. Данные как вставлялись, так и вставляются. То есть их поведение от установки этого аргумента в какие-либо из значений поведение его никак не меняет. Видите, то есть он просто так же работает, как и работал без него. Не могу ничего про это сказать, но интересное поведение. Ну и последний метод, о котором сегодня хотел поговорить, это метод batch update. Если вы смотрели предыдущее видео по Google Sheets API, то я рассказывал, в чем отличаются батчевые методы. Если кратко, они позволяют сэкономить расходы квоты. То есть, если мы хотим сразу записать в несколько диапазонов разные данные, то гораздо экономичнее ну, в плане траты квот использовать батчевые методы. То есть мы генерим данные, которые хотим записать, выбираем диапазоны, куда их хотим записать, и исполняем это в один запрос. Для этого, собственно, батчевый метод и нужен. Работа его очевидна в примере. Единственное, хочу обратить внимание, что value input options в методах update и insert передаются как аргумент метода update или append, не insert, append, да. Вот. То в методе batch update мы value input option передаем в словаре, который передаем в аргумент body. Структуру словаря, который мы передаем в аргумент body, есть в документации по этому методу batch update. Вот такое вот оно, value option основное, бла-бла-бла, и вот это все. Вот. Как работает, думаю, догадываетесь. Вставляем два пака данных в разные места таблички. Мы могли бы это вставить на разные листы и, в общем, сделать все это за один запрос и тем самым сэкономить квоты. В остальном все очень похоже и работает одинаково. Единственное, что это апдейт, а не append. Соответственно, данные, которые мы вставляем сюда, они перезаписывают те ячейки, что есть по этим координатам. Вот, собственно, по записи в Google Sheets это все. Надеюсь, достаточно внятно объяснил. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Там есть какие-то аргументы, которые можно покопать. Если они вам нужны, я так никогда ничем большим не пользовался. Обычно этого более чем достаточно. Но так или иначе, если вам пригодилось, поставьте лайк. Если есть вопросы, напишите комментарий. Ну и спасибо, что досмотрели. До новых встреч.